Юрта, проверенное вообще веками жилье азиатских кочевников. Монголия, Казахстан, Узбекистан, некоторые республики национальные, Россия, Хакасия, Тува, Бурятия. Вот. Все, в общем, эти народы испокон веков жили в юртах. От сырой идеи до первой продажи прошло 11 месяцев. Я считаю, что это неплохой результат. Ну да. В той стране, где вообще не знают об этом продукте ничего. Один раз она там что-то наговорила, и показывает нам перевод, и там что-то типа: да, ребята, черт возьми, вы мне уже там, достали. То есть на Google картах у нас очень хороший рейтинг. Иностранцы приезжают, европейцы, американцы, они говорят, что велосипеды хорошие, им все понравилось, оставляют отзывы, возвращаются. Нет предела совершенству, но суть в том, что самый главный шаг — это вот этот шаг начать говорить. Вот. И не бояться и не анализировать, что ты скажешь. Да, что мы делаем? Все занятия направлены на вытяжение, расслабление мышц вдоль позвоночника, чтобы позвоночник уже был свободный, гибкий. То есть у вас нет такой обиды на аргентинцев, как у некоторых, что мы уже здесь 2,5 года, они до сих пор не выучили русский язык. Сегодня то, что мы любим. Разговор о жизни с эмигрантами, с ребятами, которые приехали сюда, я так понимаю, 2,5 года назад в Аргентину. Чтобы никто не путался, это Аргентина. Александр и Оля, да? Да. Вот, мы пообщались немножко и решили, что они смогут нам рассказать немножко о своей жизни. О том, нравится ли им Аргентина, собираются они здесь оставаться или нет, или просто приехали пережить определенные события, потому что многие так тоже приезжают переждать. Если нравится, то чем они здесь занимаются, как общение с аргентинцами, обижают, не обижают. И все, в общем, об этом. Можете хоть немножко о себе рассказать? Да, в общем, приехали примерно 2,5 года назад, в феврале 23 года. Вот, без знания языка, без плана, что здесь делать, потому что решили сюда приехать, можно сказать, экспромтом, и выбор был вообще на момент в 2023 году неочевидный. То есть у нас было несколько вариантов. И почему Аргентина вообще, сейчас никто и не вспомнит. Ну, был, конечно, там определенный план, который нас здесь ждал, определенная там деятельность, бизнес, который не получился. Не получилось, не сошлось, в общем, это. Вот. И когда этот план не вышел, мы, значит, стали придумывать на ходу, что делать. Язык мы не знали, точнее, я не знал вообще ничего. Там 2 слова. А у Оли был, по крайней мере, итальянский язык в активе. И все говорили, что он похож на испанский. Но когда я говорила по-итальянски, меня никто не понимал. Мне тоже так кажется. Я встречал ребят с Италии, которые тоже так считали, что но это было, по-моему, очень... Это как украинский и русский потом. Кажется, где-то живут рядом, что-то похожее. На самом деле, вот есть у нас один знакомый был, кто говорил по-итальянски, и когда он говорил настойчиво и повторял пару раз, то местные прислушиваются, если стараются понять, то они понимают на самом деле. Ну, как, например... с бразильским. С бразильцами. Да. У них португальский, но, в принципе, прислушиваясь, можно понять. Да. То есть, когда к нам приходят бразильцы, я их понимаю. Как я и понимал, был один у нас клиент, приходил поляк. И мой английский, сейчас уже его подзабыл, он не понимает испанский, я говорю: давай ты по-польски будешь говорить, я по-русски. И вот так мы поняли друг друга лучше. Да.
И еще по поводу языка, здесь очень, ну как вот, смотри, когда ты решился говорить, что типа перестал бояться говорить, знаешь, есть такое, что ты всегда Это важный считаешь, шаг. да, вот мне кажется, что вот один из ступеней таких перешагнуть через себя, когда ты все-таки решаешься открыть рот и даже сказать неправильно, но ты перестаешь бояться. Да. Или начинать уточнять, и начинать показывать на пальцах, что типа ты хочешь. Но это уже, это один из ступеней перейти типа через языковой барьер. Знаешь, то есть я, к примеру, вот рассказывал в своих видео, я всегда считал, что я не могу изучить ни один язык. Я когда учился в институте в КПИ, там на первых курсах было тоже изучение иностранного языка, английский язык. Я был настолько вот недосягаем в этом вопросе, что преподаватель, чтобы меня не рубить в институте, просто говорил, вот когда вместо зачета иди поремонтируй столы в аудитории. Вот иди, бери молоток, иди поремонтируй, я тебе зачетку в зачет Это поставлю. у тебя Не лучше мучься, блин. получается, да? И да, и я вот всегда сразу себе так уже думал, что я никогда не смогу ни черта выучить из иностранных языков. И мне понадобилось 7 месяцев, чтобы я через себя переступил. Да. А у вас как это проходило? У нас Мы сразу в школу записались. Мы Потому да. что я до этого, у меня был опыт, я жила в Италии. И, как бы, это Ну да, моя, то есть можно ты сказать, уже что-то вторая прошла, эмиграция. И я четко понимала, что без языка это невозможно. Это вообще самое главное, это выучить язык. Поэтому мы, когда только приехали, сразу же записали в школу испанского и начали туда ходить. И, наверное, оттуда, да, мы начали. на мега-интенсив Да, на просто. мега-интенсив, когда у нас уже взрывалась голова по 4 часа в неделю. 4 часа в день, да. 5 дней в неделю. Да. А преподаватель объясняет на английском тебе испанский язык. То есть там вот через 4 часа, то есть 2 часа, перерыв, 15 минут и еще 2 часа. И выходишь, ты ничего не понимаешь. Ты просто идешь. И мы вот жили в микроцентре на Парагвае. А эта школа была в такой базилике на Лос-Эрос. И идти где-то полчаса. И ты полчаса этих идешь, и у тебя вот за полчаса голова остывает только. Потому что это реально было интенсив. И на самом деле этот интенсив, то есть мне казалось, по крайней мере, что ничего не укладывается, потому что это невозможно так воспринимать информацию на английском, испанский. Все это быстро, все это много. Но потом, спустя месяц-два, я увидел только результаты, что это действительно было не зря, что ты все равно пытаешься понять, ты стараешься, и на самом деле, это дало, да. И у нас еще няня, у нас есть ребенок, ей тогда год был, и няня была испаноговорящая из Венесуэлы. И первое время мы просто надиктовывали, ей показывали перевод. Она нам надиктовывала. И перевод очень странный получался. Один раз она там что-то наговорила, и показывает нам перевод, а там что-то типа: да, ребята, черт возьми, вы мне уже там, достали. И, короче, вот такая коммуникация была, и это было так, сложно, и когда ты начинаешь уже с няней хотя бы там какие-то слова ей говорить, и она тебя вроде как понимает, она тоже из Венесуэлы, у них произношение другое, Да, она тоже на нас так смотрит недоверчиво, что вы там говорите, она нам говорит тоже по-другому. Она на меня до сих пор так смотрит. И вот с ней у меня барьер какой-то. Она немного глуховата, и если я что-то тихо говорю, она всегда на меня так подозрительно, вот я что-то плохое я сказал. И мне страшно всегда с ней что-то. Либо нужно ей говорить уверенно, громко и четко, тогда все будет нормально, и мы друг друга понимаем. Это прямо как в Ютубе субтитры. Да. Вот этот Google переводчик или какие переводчики были, все приложения, они криво переводят. Сейчас чат GPT, да, он переводит по смыслу и под ситуацию. Это как в Ютубе субтитры. Да, Как переведет, думаешь, господи, лучше бы я не включал. Да. То есть, Сейчас у вас как с языком уже? я себя чувствую уверенно уже после года, я хотя бы могу говорю неправильно много чего, но когда я занимаюсь, прогресс идет. Когда я перерывы делаю, так скажем, в изучении языка, не подкрепляю
то прогресс сразу превращается в регресс. Ну вот мы тут с тобой отдельно без камеры разговаривали, и была интересная тоже тема, которую, ну, в принципе, как бы я считаю интересной. Это то, что ты сказал, что вы, к примеру, ну, не пошли сразу вот в это крутое общение своего коллектива, своего комьюнити, чтобы быстрее влиться как бы вот в язык, в бизнес, в аргентинскую жизнь. Да. Это так? Потому что я вижу, что большинство людей, ну, не знаю, большинство, не большинство, вообще многие, к примеру, Палермо, хопа, заселили, как говорят, русскими Палермо, русскоговорящие Палермо, все говорят, проходит несколько лет, они ничего не могут, кроме там 3 слов, которые я выучил первый день, типа comer, dinero, baño, да, больше сказать ничего через 2 года не могут. Асаду, сервеса, что еще надо? Это как я говорю, когда едете в Аргентину, выучите первые 3 слова. Comer, dinero, baño. Ну, в принципе, да. С открытостью аргентинцев, на самом деле, там минимального запаса достаточно. Они сами говорят, им не нужно даже, чтобы ты говорил. Они нормально как бы себя чувствуют, когда просто их слушают. Поэтому... Ну, я же смотрю, вот у тебя есть там бизнес. Ну, в общем, у ребят есть несколько бизнесов, мы попросим их еще рассказать об этом бизнесе и показать. Но я смотрю, что люди заходят, и ты с ними общаешься. Да. Но... Потому я говорю, как могу, вот... общаюсь. То есть нет предела совершенству, но суть в том, что самый главный шаг — это вот этот шаг начать говорить. Вот. И не бояться, и не анализировать, что ты скажешь. Хотя это неплохо. Да, то есть, да, у всех, я думаю, у всех есть такое, что ты хочешь сказать, как ты говоришь на своем родном языке, сказать красиво, нормально, чтобы тебя поняли, и донести свою мысль четко, что ты вот прям как хочешь, чтобы она была. Но так не получается. Так не получается. Вот, но с помощью жестов и там, да, мимики ты можешь, в принципе, говорить свои там 10 слов, и все нормально. Ну, остальное можно пальцами показать. Да, да. Quiero и показать шоу. Да. Потому что, да, тут туристы, велопрокат заходят со всего мира. Ну, в основном это США, ну, европейские страны, ну, европейские все, но в основном США. Много туристов из США. Да, вот, кстати, насчет этого, у Саши есть один из бизнесов, это велопрокат, правильно? Да. Но факт в том, что я сразу спросил, говорю, а что, зачем велопрокат? Почему велопрокат? Потому что, ну, как бы в Буэнос-Айресе везде есть велосипеды, которые, ну, вот стоят прямо на улицах, их подходят, там, с карточкой взял себе велосипед, поехал, покатался, думаю, ну, типа, как бы, а зачем еще, как бы, велопрокат, если куча велосипедов? Ответ простой. Во-первых, туристу достаточно будет сложно разобраться в приложении, зарегистрироваться в городские велосипеды. Это первая сложность, которая ждет на пути. Ну, даже если он зарегистрируется, возможно, он не привяжет карту. Такое тоже. Ну, я, по крайней мере, пытался. Но тут даже дело не в этом. Тут в классе велосипедов, там обычные велосипеды, которые я тоже использую как транспортное средство, когда я не хочу, ну, точнее, я без своего велосипеда оказался в центре города, без автомобиля, без своего. Я предпочту взять тот велосипед и доехать, потому что это удобно, есть по всему городу парковки. То есть я доеду лучше не в общественном транспорте, вот на этом коллективе, который как сумасшедшие прям ездят, а на велосипеде спокойно в своем ритме по одной из множества велодорожек. Вот. Мы взяли велосипеды другого класса с переключением скоростей, они обслуженные. Ну и, собственно, сделали цену такую, чтобы устраивала и местных. Ну и взять, наверное, можно на любой срок. Ну, на типа, любой срок. Там же как на бы месяц если... у нас снимают, на неделю, вот, на 10 дней. Сейчас какие-то вот длительные ребята приходят, кто здесь проводит там, я неделю, смотрю, заходят на английском, разговаривают там языке многие. Да. То есть туристов хватает. Да, вот. Но нам еще повезло, что мы
не думая даже об этом, но открылись в таком очень туристическом месте в Палермо, где не только русских много, но и всех иностранцев. Не, ну да, очень конечно. много. Хостелов тут Здесь очень вот много. прям вот где мы, да, открыто, тут очень вокруг много гостиниц, хостелов, и поэтому Да. это тоже нам очень помогает. Разные, да, форматы, да, гостиниц. Ну и вообще такой он тусовочный район. Тут много просто туристов, даже видя наш велосипед, который стоит на улице, там, с табличкой Bike Rental. Кстати, интересная штука. Я так заходил, сильных больших таких реклам у вас нету, Да. а люди ходят. Каким образом вы их отлавливаете? Я думаю, что отлов происходит в основном через Google карты, через Google рекламу контекстную, рекламу на YouTube, рекламу в соцсетях. Но мы ее чередуем, там немножко Facebook, Instagram. Так, ну ты же мне потом все контактные данные своих соцсетей дашь, да? Чтобы Да, я там в да. описании первый комментарий поставил, чтобы кто все-таки захочет велик или поинтересоваться, или поспрашивать, или пообщаться, как что открывается, так как ребята все-таки, я так понимаю, уже тут собираются жить. Во всяком случае, Ну, вы так как бы устраиваете. По крайней мере, да, это помещение долгосрочное. Не, я имею в аренда. виду Аргентину, не помещение. Ну, Помещение, да, наверное, пока. люди Ну, меняют. потому что, ну, как бы, да. Потому что, Раз мы как так правило, взялись многие, всерьез. да, я смотрю, приезжают, но они, ну как, работа онлайн не подразумевает сидеть в одном месте, они сегодня там, завтра там, послезавтра могут быть вообще в другой стране, ну, то есть, да, так как бы, а я так смотрю, вы там машина, велосипеды, другой бизнес, какие-то снимаете помещения, ну, в смысле, что Ну да, да. люди, которые просто так за день не сорвутся снова куда-то. Да, тут я и говорю, что мы корни пустили достаточно глубоко уже, и долгосрочной аренды, и изучение языка, и там легализация, и вливание в эту культуру, знакомство с местными жителями, друзья уже есть. Как вам вообще вот местные жители, как люди для Отдельная, общения, да. для жизни? Отдельная приятная составляющая Аргентины — это ее жители. Очень открытые, очень отзывчивые. Не знаю, вот у нас есть друзья, с которыми мы общались сначала на английском языке, когда нам было очень трудно на испанском чего-то там сказать. А они с нами как с детьми, то есть простыми словами, медленно. Тут какое-то время мы общались на английском. Потом, все, ребят, хватит. Вы тут уже, ну, там, не знаю, год. Вот хватит. Теперь переходим только на испанском. Ну, хорошо. И вот так же сейчас на испанском. Все медленно, все понятно, никаких там витиеватых слов. Ну, То есть у вас адаптация прям, я не знаю, очень комфортная. То есть у вас нет такой обиды на аргентинцев, как у некоторых, что мы уже здесь 2,5 года, они до сих пор не выучили русский язык. Ну это, конечно, да. Зря они так. Так было. Но в целом, да. Они, кстати, знают пару слов, да, выучили. Перестройка, Горбачев, вот у нас друг. Водка, икра. Вот всё. что самое такое, что Тоже. некоторые слова они знают не те, которые надо знать. Ну, какие ты первые Как слова? послать, типа. Да. Палабрас мало. Да, спрашивают, как, блин, можно. В России также. Первые слова, которые узнает иностранец, это Кстати, плохие. мы не знаем плохих слов. Вообще, вот мы, кстати, Особенно. вот недавно, 2 дня назад гуляли, говорю, ты знаешь, вот, ну, какое-нибудь матерное слово по-испански? И, ну, не знаю, нет, ну, может, какие-то там, то это раньше я знал, там, пута, что-нибудь, но каких-то прям сленговых. Да. Ну, потому что вы часто их здесь не слышите. Ну, Вас И никто никто нам на них не не говорит. посылает. Расскажи немножко и еще о своем бизнесе. Что вообще как бы у вас, и как вы это начинали, как вы до этого дошли? Было ли сложно, не сложно это все, ну, как бы вот оформить или не оформляли? Бегает за вами налоговая, не бегает за вами налоговая, косо на вас смотрят, хорошо на вас смотрят. Ну, то, что считаешь нужным. Да. Ну, по поводу велосипедов мне подсказал друг, что бизнес
интересный, что велосипед — это несложное техническое средство, как автомобиль. Стоит он относительно недорого, относительно автомобиля, да. И аренда велосипедов тоже всегда имеет место быть там во всем мире, в принципе. Он занимался этим в России, сейчас он живет в США и говорит, что вот обрати внимание на этот бизнес. Мы подумали, в общем, как-то все это параллельно. Мы искали помещение для Олиных йога занятий и нашли большое, где можно было еще что-то организовать. И просто так все совпало. То есть происходило так, как, не знаю, так совпало, так, как должно было быть. Да, То есть каких-то сложностей. да, просто... мы не планировали, что вот так нужно вот столько тут помещения именно под велосипеды и под йогу. Помещение вообще попалось абсолютно случайно, оно стояло. Даже не так. Ага. Мы искали помещение мне для йоги. Ну да. И мы нашли одно помещение, такое себе, ну как бы не очень неуютное, можно сказать. Но это было как-то, вот мы его нашли, все, мы в него так вцепились, нам сказали, все, подписываем контракт, там через неделю все будет, как вот мы договорились. И Саша думает, ну в принципе туда можно как-то еще и эти велосипеды тоже воткнуть. Вот. И все, и мы прям в это помещение вцепились и ни о чем другом не думали. И через неделю нам пишут, ну, в общем, не будут вам сдавать это помещение, передумали хозяева, а там были выборы, они решили подождать, пока пройдут выборы, потом уже решить, сдавать или не сдавать. Вот, и мы так немножко подрастроились, и потом сразу же нашли вот это помещение. Это в 100 раз лучше и удобнее. И в 5 раз больше, да, или в в 5 6. раз больше. Тут 120 квадратов, там было квадратов 20. И оно было в Бельграно. Тут в Палермо, собственно, ну, по локации 100% да, выигрывает, отлично. по площади выигрывает. Это, ну, отдельное здание с отдельным входом, с отдельными выходами, не знаю, делай, что хочешь. А там было в жилом доме, в высоком здании, на первом этаже, локаль небольшой, вообще прям маленький. Как бы я там велосипеды размещал, ну, вряд ли бы что-то там получилось такое. Вот. Это совершенно случайно получилось, да. И, заморочливо было его снять, ну, в плане того, что там требовали каких-то кучу залогов, кучу гарантий, там вот это все. Но, покупали какие-то гарантии, или кто-то из друзей дал, или без гарантий сдали. Там тоже, опять же, очень повезло. Хозяйка не могла, или не сдавала, не хотела, не заморачивалась. После ковида съехал, или во время ковида съехал арендатор, и 2 года оно стояло пустое. И мы, как я знаю, луч солнца были. И она для нас тоже. Все сошлось. Да. И там, значит, агент говорил, там нужно какие-то гарантии. Я говорю, давайте я вам просто вместо гарантии там тройную аренду дам. Вот это будет ваш залог. Возьмите его, через 3 года отдадите. Вам хорошо, вы можете его сейчас применить куда-нибудь. Нам хорошо, что... Короче, договорились. Поговорили, договорились. Пожали руки, все. Живем дружно. Отлично. Оля, Да. можно спросить, что ты пьешь? Маты. Ну, Томаты, это кстати, тебе так кажется, что... А вот зрители оттуда могут и не знать, что ты пьешь. Думаю, что надо будет с трубочки? Ага. Ну что, это такой традиционный напиток, который мы, особенно Саша, очень полюбил в Аргентине. Он как истинный, ну, аргентинцы его постоянно пьют. Саша тоже каждый день, я думаю, пьет. Ну да, Я это как иногда. второй завтрак Да. перед обедом, чтобы не чувствовать себя. Потому что некоторые, знаешь, что не знают, говорят, о, какую-то травку посасывают, типа, особенно раньше. Сейчас-то уже люди больше понимают, что это такое маты, уже во многих странах тоже приводится это маты. В общем, это такой аргентинский чай. А то что, никто не раньше, пьет когда из я наших? показывал, это И вы не пьете, да? очень, ну как, смотри, я так, вот у меня в семье оба ребенка пьют только маты, как бы предпочитают, это их первое, что они пьют, это маты. Второе уже кофе изредка, там на работе, дома изредка. Я первое, что пью, это кофе. Света, к примеру, пьет какао, ну как первый напиток. Дальше может быть чай, может быть маты, особенно маты в пакетиках. А дети пьют именно так, как вы, заваривая маты прямо, ну вот так, мы для них покупаем.
Я же маты пью, но только в компании, чтобы, если в компании сидим, пьем маты, чтобы не отличаться от людей, я пью свободно маты, не то, что оно там не противно или что. Но в то же время у меня, конечно, нет тяги постоянную пить, если я сам. Тяга постоянную, это у меня кофе. Ну, к примеру, для меня лично, если нету. А если я с аргентинцами, все пьют маты, я ничем не отличаюсь от всех других, так же само пью маты. Понял, да? Но оно у меня на том плане, а не на первом, скажем так. Но это не значит, что у нас в семье у всех так. Когда мы ходили вот учиться, как только приехали, пошли учиться в школу, там преподаватели аргентинцы, и они нам устроили как-то лекцию, как нужно пить мате. И мы не знали тогда, что все пьют из одной кружки и из одной трубочки. Все студенты. Мы этого не ожидали. Да, и, значит, нам Из там двух показывают. групп собрались. Да, вот так вот мы насыпаем, так мы трясем, так мы вставляем трубочку, заливаем. И она такая, кто хочет первый? И по кругу типа. Да, да. Кто-то попил, все, и она такая заливает, а теперь кто хочет? Мы такие, а мы, ну, как-то Там нам человек неловко, 10 да. сидит. Но, ну, как бы такая традиция. В итоге, конечно, Ну, все это попили, как вот да. видишь, как при встрече здесь целуются, да, к примеру. Да. Так сказать, и даже вот некоторых это удивляет, некоторые, наоборот, привыкают, это считают себе нормальным. Но в то же время я в некоторых чатиках, не помню в каких и где, не буду, точно даже не помню, но встречал, что одна из там из приехавших русских девушек рассказывала, как это противно, как нельзя к русской девушке подходить ближе, чем на метр, а тем более делать какой-то там поцелуйчик или обнимашку типа при встрече, что вот они неправильно себя ведут. А я думаю, аргентинцы как бы к этому привыкли, это как маты попить, как здрасте за руку сказать. Ну, то есть у них такая привычка, и все, тут надо кое-какие вещи как бы, ну, просто понять, что здесь так. Ты можешь, конечно, не обязательно, тебя же никто не заставляет, да, ты хочешь не целоваться, не целуйся, хочешь не пить маты, не пей. То есть, Заставлять никто не будет. Да, но тут так, что тут так привычно, так удобно, а когда привыкаешь и перестаешь как бы воспринимать против, а просто привыкаешь, кажется, так вполне даже прикольно. Да. Такое, Тут мы вообще всегда чувство хотели локтя. чего-то, ну, как-то нового опыта, наверное, пожить в другой стране, не привезя свои правила в эту страну, Да, а это именно вот пожить, как другие люди, ну, немножко, может, раскрыть свое мышление, посмотреть на другие традиции. Поэтому нам легко, наверное, и целоваться при Ну, встрече, да. и маты пить. Целуемся, и, да, и при этом... Это, маты как пьем, говорят, обнимаемся. как взрослому и ребенку учить язык. Ребенок, когда учит какие-то слова, он не знает, что они обозначают. Он видит предмет, и вот это слово, вот оно обозначает этот предмет. Когда взрослый человек учит, как называется это, он начинает запоминать на своем языке, как оно, вот это вот. И вот это все очень сильно сбивает, ну как бы, да, и потому дети быстро учат язык, и взрослые плохо учат язык, то есть намного дольше. Так само вот, как ты говоришь, если мы не будем вставлять свой груз в эту жизнь, а просто будем привыкать к тому, что здесь есть так, гораздо быстрее, ну, как бы ты входишь. Без сопротивления. Да, ты Конечно, входишь. не всегда получается. Ну понятно, всегда. но я просто к тому, что быстрее воспринимаешь эту жизнь, быстрее под нее подстраиваешься, быстрее адаптируешься, хотел сказать, да, чем сравнивать с тем, что было там, и как это было, стоит ли это того, не стоит ли. В общем, много дурной траты времени. Это вот Абсолютно верно. Но да, иногда бывает, что ты себя так одергиваешь, даже когда ты начинаешь возмущаться. Понятно, что стараешься этого не делать. Но иногда, конечно, бывает. Мы же не роботы, конечно, что-то бывает, там. да. Но без вот этих вот моментов гораздо проще здесь двигаться и жить, адаптироваться к культуре, потому что она другая. То есть, несмотря на то, что это европейская культура, она абсолютно вообще другая. Вот. Но я имею в виду, что традиции, как там, не знаю, по договоренностям, какие-то бизнес-договоренности, их обязательности, необязательности или там, не знаю. Ну, и причем ты можешь делать выводы, что либо они необязательные там почему-то, но на самом деле они не почему-то, они просто, вот так. Ну, один из таких примеров, это для того, чтобы просто понимать немножко жизнь, да.
ну, к примеру, все считают, что я пришел, вот с тобой поговорил, все, мы договорились, все по рукам, все сделано, блин, типа, не, Валентин скажет, ну, приди завтра, там, типа, маняна. И это просто привычка такая, это не значит, что он тебе, может, да, кто-то этим будет тебе маняна до тех пор, пока ты просто от него не отстанешь, он не хочет тебе нагрубить, сказать, что я не хочу с тобой это делать, там сам устанешь ходить. Ну, то есть он вообще не скажет, 100% Да, не или скажет. так. А есть еще другое, к примеру, тут собираются на какую-то, не знаю, вечеринку аргентинцы и говорят, там, встречаемся там в 4 вечера или в 5 вечера, да? И если ты такой правильный, придешь в 5 вечера, ты там сам и будешь сидеть, блин. Все понимают, что на самом Да, деле на 8. самом деле это через 3 часа после этого. А кто такой, типа, я такой пунктуальный, как прямо это пунктуальность, это вежливость королей, прибежишь, а потом скажешь, а что тут никого нету? Да они, блин, какие-то неправильные. Да они правильные, просто не знают об этом, что надо сказать на 4, то подходится Нет, к 8. а вот это вот время, которое, когда говорят, что да, сделаю, но это не значит, что да, сделаю 100%. Ага. Или прямо сейчас. Не, Да. не прямо сейчас, нет. Вот ты обсуждала с кем-то о том, что у них есть такое или время, или слово. Да, что вообще в структуре языка есть субхунтив, который очень такой гипотетический. Нам просто говорили такую теорию, что в России, ну, в русском языке сделаю, это четко сделаю, а здесь это будущее, непонятно когда, непонятно во сколько, может да, может нет, и это вот... Что оно подразумевает вариативность, что может да, может нет. То есть сделаю, это не значит Не делаю. 100%. Да. Сейчас побегу и Если ты сделаю. сказал, что сделаю, это вообще Да. ничего не значит. Да, это поедем на рыбалку. Да, поедем, но когда неизвестно. Да. И если будет возможность. Ну, типа Ну, то такое есть даже вот есть. настолько это нормально для их мышления, что даже отдельное время для этого есть, для вот этого выражения чего-то возможного, но не факт, что это вообще когда-то произойдет. Мгм. Вот. А можешь теперь ты рассказать, чем ты занимаешься здесь? Да, я занимаюсь, я преподаватель йоги критического выравнивания, это йога. Короче, кроме меня никто ее здесь не преподает, никто об этом направлении из аргентинцев не знал, и сейчас очень маленькое количество людей об этом знает. В общем, это йога, которая помогает избавиться от боли в спине, если так в общем сказать, и выровнять позвоночник, вернуть ему его правильное положение и структуру. Вот. И когда я начала, у меня, конечно же, я преподавала только на русском, у меня были только русские, но со временем я начала делать группы на испанском, и вот сейчас у меня есть одна группа на испанском, куда ходят аргентинцы, чему я очень рада, потому что я долго их набирала. Было такое, что приходили, занятия, все говорили, что все хорошо, все классно, но не возвращались. Вот. Но сейчас у меня есть такие мои ученики, которые прям приходят четко, стабильная да, группа. стабильно, почти не опаздывают. Вот, этим я и занимаюсь. Честно, немножко сложно вот именно выйти на аргентинский рынок. Не знаю, с чем это связано. То есть я там даю рекламу, даю рекламу, что еще могу делать. Ну, Они приводят, кто ко мне ходит, кто-то приводит своих знакомых, детей даже приводят. Ну вот потихонечку, да, как-то приходят новые люди. Но русских мне было намного проще набрать. Может быть, не знаю. Многие интересуются, но не доходят. Может, вы знаете, почему так происходит? Тут знаешь, как, вот что я на себе заметил, вот когда-то я начал, я занимаюсь компьютерами, ремонтом компьютеров, серверами, там, сетями, безопасностью компьютерной, в общем, все, что связано с компьютерами. Я этим официально занимаюсь, плачу налоги с этого сервиса уже, около 15 лет. И вот в начале, когда надо было искать клиентов для компьютеров, да, кстати, свои ссылочки тоже оставлю на своей страничке. Одна из них я специально сделал на русском языке, потому что кто еще не выучил испанский, думаю, сделай компьютерный сервис Буэнос-Айреса на русском языке. Значит, мы пробовали давать всевозможные объявления. Что-то помогает, что-то не помогает, но не так. Что больше всего помогло, это когда
Приходит тебе аргентинец, приносит на ремонт компьютер, ты сделал так, что ему понравилось, он обязательно расскажет своим друзьям, своим знакомым, и он скажет, где он ремонтировался, и он даст. Вот это вот сарафанное радио, это больше всего, что нам поговорить-то они помогло. любят. Понимаешь? Да. Вот больше всего, что помогло. И опять же, это у каждого своя специфика, но по компьютерном сервисе, да, к примеру, есть сервис о домicilio, то есть сервис на дом. И не каждая женщина незнакомого хочет пустить в свой дом, чтобы он пришел как компьютерный мастер, типа с газеты, да, а потом, не дай бог, что увидит, она там имеет какие-то вещи, то может он ее там ограбит или еще что-нибудь, да, ну не все же одинокие могут пустить в свой дом, да даже и не одинокие, люди опасаются. А вот по знакомству, когда тот порекомендовал, они даже когда общаются по WhatsApp пишут, я там твой номер дал тот-то, твой клиент. И вот это больше всего, вот это вот делать хорошо, чтобы они, ну как бы клиенты были довольны, да, они тебя рекомендуют. Да. И вот оттуда больше всего, вот больше всего идет вот оттуда именно трафика, ну, транзита на твои услуги. Если ты делаешь нормально, если ты делаешь хорошо, если им нравится, они сами будут тебе рекомендовать своим друзьям, своим знакомым, рассказывать о тебе. И это дает большее доверие, потому что ему сказал его знакомый, и ему понравилось, чем любое объявление в любой газете, скажем так. Да. Кстати, по поводу этого, да, еще по поводу регистрации бизнеса и так далее. Да, интересно, конечно. Ну, людям это точно будет интересно. Это было вообще несложно. Но, конечно, язык на минималках хотя бы нужно знать. Но как раз мы это все организовывали, когда язык был на минимал. Ну, год назад, 1,5 года назад мы открывались и открывали. 1,5 года назад, в декабре 2023 мы сняли это помещение, даже в ноябре, в декабре делали ремонт и параллельно открывали монотрибута, регистрировались. Да, ничего сложного не было, все это онлайн, ну, пару раз туда сходили, короче говоря, да, все было это достаточно просто, плюс подавать, да и есть группы в Телеграме, где все объясняется, и все достаточно просто. Можно делать самому без помощников, не знаю. Да. Ну, в принципе, да. Да, вот. Сейчас у меня помимо велосипедов есть еще бизнес, который требует ну, другой расскажи, системы. а потом мы поедем еще его снимем. Расскажи предварительно, люди уже, так что не переключайтесь. Сейчас только начинается все самое интересное. Да, решил я как-то строить юрты. Решил я стать строителем. Был я всю жизнь деятелем ресторанного бизнеса. Всегда занимался ресторанами. Пошли. Да, ресторанами, фастфудом. Мне все нравилось, всегда занимался тем, что нравится. Но хотелось строить. И решил я строить юрты. Юрты в Аргентине. Прекрасно. Прекрасная, подумал я, идея. К тому же здесь никто не знает про юрты. Прям самое то, что нужно делать здесь, это юрты строить. И примерно год назад я решил это сделать. И спустя примерно год, чуть меньше, у меня вот получилась первая продажа. Ну, собственно, по налогообложению, вот было это, я монотрибута открыл, то есть это упрощенная система налогообложения, но для юрт она не подходит, поэтому мне пришлось на общую переключиться. Как аутонома. Почему для юрт не подходит? Просто интересно. Потому что там стоимость продаж, ну, то есть сумма чека... Единичная стоимость превышает... Единичная стоимость, ты ее можешь даже по частям продать, но, допустим, вот Все я продал превысит. сейчас, да, 4 юрты, это, ну, в рамки монотрибута она никак не влазит, это там $35 тысяч, ну, собственно, какая категория да, подходит. не войдет. Даже если я ее по частям продам, понятно. это годовой оборот Ну, да. монотрибута. Вот, ну, Тут надо по гвоздям продавать, это не выйдет. да. Общая система, каждый ничего гвоздь можно тоже, расписывать. Как тоже единичная ничего стоимость. сложного. Собственно, у меня есть бухгалтер,
с которым мы общаемся только онлайн. Я ему отправляю накладные за месяц, расходы. Он видит мои доходы, которые я выписываю в Арка. Ну, дебет, кредит. Нормально, это собственно. хорошо, это нормально. Да, НДС к вычету, общая система налогообложения, ничего сложного, такая же, как в России. НДС, налог на прибыль. Отлично. Да, налоги платим, И собственно, спокойно работаем. и спим спокойно. Да. Теперь нам надо показать все ваши бизнеса, потому что люди точно заинтересуются, что это за юрт, и начнут писать там. Ну, в общем, данные его юрт и Олины мы все поставляем. Так что пишите в комментариях, обсуждайте. Не забывайте, что всех, кто конкретно друг друга оскорбляет, я там постоянно блокирую. Так что даже если хотите оскорбить, ласково. Шучу, я просто обсуждаем нормально, да и все. Как люди. Это интересно еще почему? Потому что многие хотят приехать, мне пишут в комментариях: ой, как хорошо, что начало что-то меняться, мы там типа рассматриваем Аргентину к концу года, там другие тому-то. Многие уже приехали, но еще не знают ничем заняться, ни как другие живут, правда? То есть такие простые жизненные вопросы, они многим зрителям заходят. Смотрите, какое прекрасное патио у ребят. И даже пальмы в горшках посидеть. Так что хорошо здесь оборудовали они свой бизнес. И вот даже тут есть рисунки. И эти рисунки, по-моему, делала Олина мама. Это твоя мама, ты разрисовывала? Да, это разрисовала моя мама, эту стену. Когда мы сняли это помещение, здесь все было просто белое, здесь не было ни растений, ничего, белые стены. Вот, мы решили, что нужно красиво такого, покрасивее сделать. И когда мама была здесь в отпуске, в общем-то, она нам помогла. А она с вами не живет? Нет, она с нами не живет, она приезжала к нам в отпуск. Ну вот, какая память осталась. Теперь она сможет посмотреть по видео, как сохранились ее рисунки в Южной Америке. Кстати, вот эта стена, мы вдохновились, точнее, моя мама вдохновилась, когда мы были в музее, который в Сан-Тельмо современного искусства. Ага. Там вот была стена, там временная была эта экспозиция, стена была сильно так красиво разрисована, и что-то мы взяли оттуда, если честно. Какие-то элементы мы взяли оттуда. Ну, прикольно, честно. И чё? И Что-то чё? говорить надо? И теперь мы тебя попросим рассказать о том, что у тебя за студия и чем вы здесь занимаетесь с девочками. Ага. Ну, не только с девочками, у нас, кстати, очень много мальчиков приходит. Это хорошо, потому что, да, тут такое нормально. Так, а о чем у нас классы дежога, как он называется? Йога? Йога. Йога. Ну По-испански называется жога, потому Шога. я спрашиваю, классес де жога, типа курсы йоги. Да, шога де алиньясьон критика, по-испански это называется. По-русски йога критического выравнивания. В общем, мы в моей студии самое такое необычное в этой йоге то, что все занятия проходят с помощью специального оборудования, которого не было, конечно же, в Аргентине. Я все это везла из России. И мы думали сделать, может быть, что-то подобное здесь, в Аргентине, но не нашли специалистов, которые бы это сделали. Если честно, не очень-то сильно искали. В общем, из России все привезли. Это вот это? Это вот это. Я могу показать вообще, Показывай. для чего это, да, может быть, прям покажу. Показывай. Мы называем это бэкбендер. То есть, как спина, да, бэк это спина, бендер это изгиб спины. В общем, я так быстренько покажу, попробую на нем разложиться, да, что мы делаем. Все занятия направлены на вытяжение, расслабление мышц вдоль позвоночника, чтобы позвоночник уже был свободный, гибкий, в общем, здоровый. Например, конкретно это оборудование мы используем для расслабления позвоночника по всей его длине. Например, быстро, да, показываю, все занятия намного длиннее. Например, я могу полежать там где-то здесь, порасслабляться, да, потом поехать вниз,
Вниз, вниз, вниз, вниз. И таким образом как бы каждый позвонок пройти, понажимать на какие-то такие зажатые места. Что-то похожее на массаж, но не массажист, да, находит эти зажатые точки, а мы сами находим зажатые точки и учимся как-то сами со своей болью справляться. Вообще, если честно, то это болезненная практика, потому что мы находим зажатые места и, ну, как бы с ними работаем, их расслабляем. Вот это оборудование, это специальная такая подставка для перевернутых поз, для стойки головой вниз. Значит, тоже показывать? Как хочешь. Ну, может быть, да, это, чтобы было понятно, да, о чем я вообще говорю. Ну да, это прикольно. Вот. Значит, здесь мы расслабляем плечи, тоже, наверное, частая проблема, напряженные плечи у людей. Примерно, я сейчас тоже быстренько покажу. Вот я показываю все супер быстро, на самом деле все это очень-очень медленно делается. Это такое упражнение, например, и, не знаю, мне сейчас штаны слетят, да, и мы вот так вот висим и расслабляемся. Очень приятное ощущение, всем рекомендую. Класс. Ну, что-то вот такое. Вот, вообще, на самом деле, эта йога, она, ну, как будто бы, наверное, каждому человеку нужна, потому что все у нас у Ну всех да, я есть. просто вообще раньше думал, что йога это что-то типа, знаешь, что-то лежат, там потягиваются, потягушки правой ногой туда, левой туда. да. Тут прямо нагрузки, как в спортзале. Да, ну, нет, тут нет таких нагрузок, как в спортзале. Я все равно показала такое самое, не знаю, самое экшен, да, то, что мы делаем. Много есть такого, что мы просто лежим, там, вытягиваем ноги, руки. Да, но в итоге приходим к чему-то такому более сложному. Вот. Хорошо. Это то, чем я занимаюсь. Ну все, значит, контакты ищите в первом комментарии или в описании видео. И если хотите постоять на голове, вот сюда. Да, как бы безопасно постоять на голове. Вот. Да? Если кто-то йогой занимается, знает, что, конечно, можно стоять на голове, но часто, если неправильная техника, то это может шею немножечко травмировать. Здесь мы как бы шею совсем не напрягаем, она просто вниз, голова вниз, а вся нагрузка на плечи. И это как раз делает вас ровными, да? Ну, выравнивает ваше тело. Спасибо. Так, мы тут долго рассказывали про велосипеды, вот теперь покажем этот бизнес. Да, велосипеды все местные, практически, да, местного производства. Я их покупал новыми, но они себя вот показали, ну, так скажем, не с лучшей стороны, поэтому пришлось дорабатывать их конструкцию великов, доводить до идеала. За 1,5 года, ну, кое-чего там, не знаю, педали гнулись, когда люди, не знаю, об бордюр спотыкались, мне пришлось менять на многих. Вот. Сейчас эта проблема исчезла, наверное, потому что просто те педали, которые были в базовой комплектации велосипедов, они были из какого-то металла, совсем уж мягкого. Вот. А так в целом, когда, ну, у людей хорошие отзывы. То есть на Google картах у нас очень хороший рейтинг. Иностранцы приезжают, европейцы, американцы, они говорят, что велосипеды хорошие, им все понравилось, оставляют отзывы, возвращаются. Вот. Ну и по сравнению с остальными прокатами здесь в Палермо еще есть несколько прокатов местных. Там у них велосипеды все-таки старенькие, такие подуставшие. Вот. Мы стараемся держать их в хорошем состоянии. Всегда после проездки делать ТО небольшое, ну, осматривать там, может, что-то. То есть не затягивать с проблемой, когда уже там отваливается запчасть.
Вот, велосипеды хорошие велосипеды, берут в прокат, все нормально. Катаются. Да, я видел, наверное, может и у тебя где-то брали, и видел, что собираются группы выходного дня, многие ребята берут вот такие велики, едут где-то по набережной, в сторону Тигров едут там отдыхать, всякие такие прогулки делают, то есть Да, это в основном группы вот такие. в выходные дни очень популярная тема поехать в Тигры. Если на обратно сил не хватает, то можно на трене добраться. Там есть поддержки для велосипедов, повесить велосипед и обратно, если сил не хватило, не подрасчитал, можно так вернуться. Да, снимают прям все подчистую, там группы бывают по 10, по 14 человек приходят, все велосипеды забирают на выходные. Так, в будни, тем более сейчас небольшое похолодание, сейчас, не знаю, пара велосипедов только где-то катается, остальные отдыхают. Не хотят люди кататься в прохладную погоду. Ничего, скоро Хотя потеплеет. зря. Я вчера катался весь день. Так, народ, теперь самое интересное, то, что я, в принципе, хотел посмотреть. Мы сейчас посмотрим юрту. Я лично вообще юрт не видел. Ну, на картинках видел. А тем А такого бизнеса, да еще как бизнес, да еще и в Аргентине, это вообще какое-то. Так что теперь, даем слово, как говорят, производителю. Смотрим на это чудо, и пускай нам расскажет, из чего оно состоит и для кого оно предназначено. Юрта, проверенное вообще веками жилье азиатских кочевников. Монголия, Казахстан, Узбекистан, некоторые республики национальные, Россия, Хакасия, Тува, Бурятия. Вот. Все, в общем, эти народы испокон веков жили в юртах. Ее легко разобрать, перевести на конях и собрать. То есть семья может это, жена с мужем сделать за пару часов, собрать юрту. Вот. У нас юрты сделаны из современных материалов, но по традициям предков, так сказать. Короче говоря, здесь используется сухая сосна, из нее делается каркас. Пахнет деревом. Да, Заходите, пахнет деревом. Вот. И 3 слоя ткани. Внутренняя ткань, хлопок плотный, потом термоизоляция и внешний слой ПВХ. Вот, то есть, раньше, конечно, использовали там шкуры, войлок, брезент, когда появился брезент. Но все это промокает, гниет, надо всегда просушивать, проветривать. А эти материалы могут служить очень долго, без всяких обслуживаний. Вот. Ну и центральное отверстие в юрте, оно открытое было для очага. Посередине всегда был костер, готовили еду, там вдоль стенок спали, ставили кровати, там мужская, женская половина. Вот здесь можно сделать полноценное жилое помещение с туалетом, ванной. Вот здесь мы запланировали сделать. Какие здесь размеры? Это 6 метров в диаметре, минимальная, которая у нас есть в предложении на сайте, но в принципе можно сделать и 5, и 4 метра в диаметре. 6 метров в диаметре это 28,3 квадратных метра. Ну, то есть как студия моноамбиента с туалетом, маленькой кухней. В общем, может жить семья без детей. Либо это может быть как номер в глэмпинге. Как, собственно, вот мы сейчас будем делать первый свой заказ, первую продажу у нас для клиентов из Кордовы. Они будут 6-метровые юрты сдавать. В 9-метровой они будут жить своей семьей. Еще одна 9-метровая у них будет как типа сало дещога, или для каких-то еще активностей. Вот. То есть у них 4 будет юрты. 3 6-метровых, 1 7-метровая, 2 9-метровых. Вот такой вот проект. То есть, глэмпинга. народ, кто в Аргентине купил участок земли и быстро надо построить хату, покупаете юрту,
живете в ней и рядом закладываете фундамент, начинаете строить капитальный дом. А потом оставляете это для, как говорят, это для духовных мыслей, практик. Когда переехали в настоящий дом, оставляете. И кому надо посмотреть юрту и побывать в ней, чтобы убедиться, он, значит, контакты его находите. Там еще сайт я видел есть. Да. Юрта, Сторы, что-то такое. Там оставлю тоже ссылку. И, в общем, контактируйтесь, он вас сюда привезет, прямо конкретно своими руками пощупаете, посмотрите, насколько это крепко, насколько это круто. Смотрите, все швы, блин, заделаны. Вообще шикарно. Действительно, это такой материал, ну, то есть, вот, как бы материал сначала, а потом там уже водонепроницаемое все. То есть, такое. А это открывается окошко тоже? Это, да, сейчас оно на вот таких временных палочках, да, чтобы проветривание было. Ну, да, да. Мы ждем груз этих фурнитуры для открывания. То есть, в принципе, можно будет и кому надо. Будет, да, но в комплекте будет идти, то есть на крючке, как вот открывают жалюзи эти. Да. Подцепил, открыл, он будет открываться на 20 сантиметров, просто открываться люк. Круто, то есть да, уже уветриваться, проветриваться. Да, все, проветривание здесь идеальное. За счет того, что здесь нет углов, тут хорошая конвекция и циркуляция воздуха, и тепло здесь. Нет, тепло, действительно тепло. Нет, оно распространяется. То есть ставится, допустим, мини-печка, мини-камин возле стенки, делается отверстие, там устанавливается труба на специальные как в опоры. палатках. Да, да. И шикарно. То есть мощность там 3 киловатта достаточно вот для такого помещения. Потому что нет углов, все это легко распределяется. Или, например, там сплит. Можно повесить сплит на стенку, который холод, тепло, и можно не ставить печку. Прикольно, ну-ка пойду снаружи еще посмотрю на это все хозяйство. Слушай, правда, прикольная штука, ты смотри. Да. Я, правда, никогда... Для аргентинского климата шикарная. Если в России, да, мы там, ну, знакомые строят, они их продают в сезон, ну, достаточно много, в месяц по 50 штук. Да и вообще сейчас рынок глэмпингов, кемпингов, это правда, на подъеме, в том числе и в Аргентине, в том числе и в Латинской Америке. И растет примерно 10% в год. Сколько приблизительно эта штука весит? Ну вот если ты еще можно перевести, да, машиной, да, там. У меня в пикап у нас, кстати, зашла. Вес комплекта, комплект, он поставляется без пола. Пол ставится на месте. И чистовой, и платформа. Так вот, вес без пола, ну, порядка 300 килограммов. Да. То есть за счет того, что стены вот такие решетчатые, не сплошные, они все собираются так гармошечкой, складываются компактно. Стропила тоже, в принципе. Ну, вот здесь они сделаны из фанеры, а вообще мы их будем делать из цельной сосны, из бруска 2х4 или 2х5 дюйма. Вот, прямые, четкие, хорошие, классные, крепкие. Вот, я думал, что из фанеры будет удачно, но оказалось, ну, не понравилось мне. В общем, я думал, что на станке с ЧПУ они будут все ровненькие, все будут идеальные. Как бы, да, ровненькие, но они не крепкие. Возможно, это такая фанера попалась. И высота сколько ее? Высота, вот тут как бы в диаметре ты сказал 6 метров. Да. Высота стен 2,10, а высота вот до купола 3,15. То есть там дышится легко, много пространства, и сделаем еще, ну, можно сделать любое количество практически окон, там, шириной до 1,5 метров. Вот как мы будем для своего проекта вот в Кордове делать. Там они на 4 юрты, у них заказ на 16 окон, большинство из, ну, окон и дверей. То есть имеешь в виду окон сбоку? Да, окна прям будут в стенах. И, ну, они хотят там, где будут жить, и там, где йогу. Да, в принципе, во всех. То есть будет достаточно много света, достаточно много естественного освещения. И устанавливается она вот типа такого стиля, какие-то фундаменты надо. Ну, не будет же она гнить, правильно? Да. Во, балки большущие такие.
Да, балки, сколько они? Большущие балки какие-то. 2 на 4 дюйма. Вот, сосна обработанная от грибка. Устанавливается на бетонные подушки. Такие вот паты. Либо, ну, можно Ну, то есть- совсем прям эконом-вариант. Бывает, битумом обработают и закапывают. Или Ну, битумом. это уже каждый может сам себе Ну да. придумать, на что ему смотрел, какая у него там земля, участки, все может Суть в том, придумать. что ее на любой рельеф можно еще Ну да, поставить. тоже То верно. есть хоть на гору, есть глэмпинги, вот в Чили есть Патагония Кэмп, шикарный глэмпинг. Он установлен на берегу озера и на рельефе, ну, на откосе, Ну на да, горе. то есть ты можешь палки одни сделать более короткими, другие с другой Да, стороны более уровень длинными, и таким выставляешь. образом все равно выставится круто. Да, и в любом месте, в национальном парке можно ее поставить, и как бы каких-то особых разрешений на строительство не нужно. Да, видно, там еще и утеплитель есть. Да, утеплитель, он и в одну, и в другую сторону фольгированным слоем, чтобы не запускать жару летом Угу. и чтобы не выпускать тепло зимой. Слушай, Достаточно энергоэффективная. да. Да, вот штука. Как бы здесь много уже таких геосфер, дома, куполов, и юрт здесь не производят. Но интерес есть. Интерес есть, ведем переговоры. Один клиент вот уже мы начнем производить с понедельника ему комплект юрт. А так ну, уже есть с десяток клиентов. То есть, в кто принципе, уже заказывать можно. уже можно. Просто и надо нужно заказывать. подождать, как говорят, производство. Подождать мы в течение месяца их делаем. То есть что 4 юрты, что 5, ну, до 8 юрт в месяц мы можем сделать сейчас, на данный момент. Если очень захотеть, можем и увеличить мощности и Да. сделать то количество, которое нужно. Ух ты. Ну, реально пахнет деревом таким свежим, хорошим. Такой запах приятный. Свежий воздух. Интересная задумка. Я как бы в юртах никогда то реально не был. Видел их там в телеке, эти юрты, ну и все, больше так. А тут, чтобы прямо вот вживую их посмотреть, то действительно жилье прямо. Да, интересные у нас клиенты. Все такие творческие, как правило, ребята молодые, ну, от 30, где-то от 30 до 55 лет. Вот, Ну, это самая такая движущая нынче как бы возраст. да, вот. В основном они с Кордовы, из Кордовы, с той провинции. Так что, Кордовы, видели, какие юрты, не опоздайте. Да, И еще нужно Сан-Луис будет. должен подключиться, там такая же Сан-Луис территория. тоже, да. Там такая же, как в Кордове, территория. Вот Сан-Луису тоже зайдет это все, конечно. В Барелоче около озера поставить, знаете, там у кого кампинг хороший, около озера себе поставили такую юрту. И все, весь народ ваш, весь туризм ваш. Это прикольно. Классно. Мне нравится. Говорю, люди есть, кто хотят себе как постоянное жилье. Они хотят 2 слоя утепления, там 3 слоя утепления и жить где-нибудь в горах отшельниками просто, ну, там, где не нужно особо. Причем на нее не нужно разрешение получать, это не нужен Ну да. фундамент. То есть Тоже это верно. временная постройка, по сути, но в ней можно жить комфортно. Если 9 метров в диаметре, это 64 квадратных метра, ее можно зонировать на спальню, туалет. Единственное, что у тебя дом будет круглой формы, но ему не страшны ветра, холода и так далее. То есть жара, ставишь сплит и все прекрасно. Или потолочный вентилятор. Вот. Ставит стойка, Класс. потолочный вентилятор. И здесь комфортно. И летом здесь в жару, то есть даже несмотря на то, что Ну да, вы здесь же были вот кондиционера в не жару, было, сколько тут было? Ну, в смысле, нормально было. нормально. То есть в Аргентине, Жить вот можно. вы же То уже есть 2,5 года, да. значит, жару уже проходили. Да, жару мы проходили, и юрта уже была в январе готова. В январь-февраль были жаркие деньки. Да, самая жара. Да, и нормально тут было. То есть если затемнить, то есть есть специальный там чехол натянуть на купол, чтобы
прямые солнечные лучи не проникали, допустим, полутень, вот эта ткань. И, ну, если это в горах ставится, то можно просто на проветривание открываешь побольше люк, и за счет циркуляции воздуха здесь прохладно. То есть я, когда путешествовал по Средней Азии на мотоцикле, мы посещали одно мероприятие, ну, свадьба, местная свадьба в Узбекистане. Жара была 35 градусов на улице, и мы собирались в юрте. То есть там был верх закрыт, солнце не било прямыми лучами. Было открыто по периметру юрты, поднята юбка, чтобы воздух проникал. И немножко... А здесь тоже может подниматься юбка по периметру? Нет, здесь можно сделать специальные просто отверстия вентиляционные с сеточкой, чтобы насекомые не проникали. Ну да. Да, но мы герметизируем полностью, чтобы, ну, ее не поднимать. Ну да. Теоретически можно, если не закреплять юбку, то можно ее всю поднять. Но лучше, на мой взгляд, сделать просто отверстия, которые можно открыть, можно закрыть с клапаном. И Ну, будет тоже. та же самая циркуляция. То есть, ну, сделал 6 отверстий, и тут будет прохладно. Воздух берется снизу, поднимается вверх. И да. В общем, в Узбекистане вот было прохладно в юрте. Несмотря на то, что там ни кондиционера, снаружи ничего. 35 градусов, да. Снаружи 35, мы сидели в кругу мужчин, пили чай, женщины там что-то готовили. Ну вот, мне тогда уже появился интерес к юрте. Тогда мне хотелось открыть глэмпинг, но не строить юрты. Как-то идея вот уже непонятно, как она пришла ко мне. Главное, чтобы она развивалась. Да. Это все. Не, ну, в принципе, от сырой идеи до первой продажи прошло 11 месяцев. Я считаю, что это неплохой результат. Ну да. В той стране, где вообще не знают об этом продукте ничего. Сейчас у меня есть коллега испаноговорящая. Она долго занималась здесь продажами, она здесь живет 25 лет. Она из Перу. И она тоже очень заразилась этим проектом. Мы буквально месяц назад начали сотрудничество. И я думаю, что сейчас у нас пойдет активная Так что фаза. теперь, как говорят, кто аргентинец, он, там тоже есть люди из Перу, которые вам работают в этом проекте, все смогут объяснить, рассказать, показать толково, даже если, к примеру, может, Саша каких-то терминов не знает на испанском языке, то есть человек, который может это объяснить более толково. Так что вот. И это я вижу такими секциями, как бы вот эти вот складываются, да, вот я вижу секция здесь заканчивается, потом он до туда идет, а потом новая секция такая, как бы как гармошки такие, да? Да, сложенные. они когда складываются, они занимают очень мало места, то есть она как гармошка. Я планирую здесь сделать, чтобы не только шоурум просто вот пустой, как сарайчик был, а сделать здесь туалет с душем, кровать, диван, кровать, не знаю, мини-кухня. Ну, все распланировано, все уже, понимание есть, как это все будет. И будет такая касса де кампо. Да, чтобы, во-первых, это самое, во-первых, людям показывать, которые заинтересуются, как оно реально выглядит, а во-вторых, будет у него дача, куда свалить. Да-да. Поотдыхать. Мяска пожарить. Да, это да, аргентинская жизнь. Без Парижа мы здесь никуда. Ладно, ребятки, спасибо. Пишите ваши комментарии, как вы считаете, этот бизнес с юртами зайдет, залетит, не пойдет, а ну давайте, подскажите, или может что поправить надо, может еще что, может еще кто скажет, да я таких юрт, знаете, сколько переделал, надо еще вот это добавить, надо еще вот так. Ладно, все контакты будут в видео. То есть будут и видео, под видео в описании, так что не стесняйтесь, там есть такая кнопка, называется «Еще», нажимаете, потому что светится только чуть-чуть, а потом нажимаешь «Еще» и светится все описание. И в первом комментарии, вот закрепленный комментарий, который будет, там тоже вот они мне контакты все дадут, я все туда понаписываю, так что напрямую к ним. И если кто-то что-то спросить, тоже пишите комментарии, они будут отвечать.
Так что класс. Мне Да, Ютка все понравилась. заинтересованные лица, пишите. Может быть, что-то и да, какие-то идеи есть у людей, кто сюда переехал, не знает, чем заняться. Да, не Пишите, знают, не куда деньги стесняйтесь. вложить, Да. будут инвесторы нужны. Мы подскажем. Да. Подскажем, или, может, вы нам подскажете что-то. В общем, простор для творчества есть. Да, Леонид? Да. Тут главное, как говорят, не отчаиваться. Что-то одно не пошло, другое пойдет. Ну, в принципе, вот эта идея, ну, классная. Мне понравилось. Я никогда, как бы... То есть Я думаю- идея в мире, она откатана. То Да. есть она уже все. Просто ее здесь донести до людей. До посмотреть. Аргентины не доехала, я вот довез. Тут вопрос времени сейчас. Ну вот, год прошел, продажи есть, собственно, дальше больше. Ладненько. Пока.